В 1881 году российский император Александр II был убит леворадикальными террористами в Петербурге. Теперь на месте, где он был смертельно ранен, воздвигнут грандиозный собор Спаса на Крови. Александр II был реформатором и получил имя «Царь-освободитель» за отмену крепостного права. Но его сын и наследник Александр III верил, что реформы пробудили опасные процессы внутри России, приведшие его отца к гибели. Новый император обещал в своем манифесте укреплять самодержавное правление, заявив: «Посреди великой скорби глаз Божий повелевает нам смело взять дело правления с верой в силу и истину самодержавной власти». Царской секретной полиции, так называемой охранке, было приказано внедриться во множество революционных групп. Виновных в заговорах против правительства ждало повешение или ссылка в Сибирь. Александр III был глубоко религиозен и оказывал особую поддержку православной церкви и русской национальной идентичности. Евреи, проживающие в Российской империи, оказались жертвами этой политики. Они стали мишенью стихийных погромов после распространения ложных слухов об их причастности к цареубийству. Правительство выслало 20 тысяч евреев из Москвы, и те, кто мог, стали покидать страну. В течение последующих 40 лет около 2 миллионов евреев покинуло Россию, большинство из них эмигрировало в Соединенные Штаты Америки. Россия, обеспокоенная возрастающей мощью Германии, заключила союз с Францией, обещавший взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон. Сергей Витте был назначен новым российским министром финансов. Его реформы способствовали модернизации экономики и стимулировали иностранные инвестиции, в частности, со стороны нового союзника Франции. Французские кредиты помогали развивать промышленность и инфраструктуру. Начались работы по строительству Транссибирской железнодорожной магистрали. Завершенная в 1916-м, она остается самой длинной железной дорогой в мире, протяженностью 9289 километров от Москвы до Владивостока. Александру III наследовал его сын Николай II. Его коронация была омрачена трагедией, когда примерно 1500 человек погибли в давке во время раздачи подарков на Ходынском поле в Москве. Китай предоставил России права на военно-морскую базу в Порт-Артуре. Когда Китай столкнулся с волнениями, известными как «Восстание боксеров», Россия заняла Маньчжурию, объясняя это защитой Порт-Артура от восставших. Это привело Россию к конфликту с Японией, у которой также были планы на Маньчжурию и Корею. Япония внезапно атаковала Порт-Артур, затем одержала победу в масштабном и кровопролитном Мукденском сражении. Русский Балтийский флот проплыл полмира, чтобы достичь Тихого океана, но был успешно атакован японцами и уничтожен в проливе Цусима. России не осталось ничего, кроме подписания унизительного Портсмутского мира при посредничестве президента США Теодора Рузвельта. В то же время царь столкнулся с другим кризисом практически у себя дома. В Петербурге забастовка рабочих переросла в массовую демонстрацию. Десятки тысяч протестующих двинулись к Зимнему дворцу для подачи петиции царю с требованием лучших условий труда и политических свобод. В ответ войска открыли огонь, убив более 100 человек.
Кровавое воскресенье привело к новым забастовкам и волнениям, в том числе на флоте. Команда броненосца «Потемкин» взбунтовалась, убив своих офицеров и захватив управление кораблем. Чтобы остановить мятеж, Николай II неохотно подписал манифест 17 октября, подготовленный председателем Совета министров Сергеем Витте. Манифест обещал создание законосовещательного органа Думы и политические права, включая свободу слова, и приветствовался большинством партий. В основные законы империи были введены поправки, ограничивающие абсолютное самодержавие. Впервые царь разделил власть с народным представительством, Государственной Думой, хотя он имел право вето относительно любого законопроекта и мог по своему усмотрению распустить Думу в любое время. Сергей Витте вскоре утратил царское доверие и был отправлен в отставку. Новый глава правительства Петр Столыпин начал с проведения земельной реформы для помощи крестьянству, в то же время жестко расправляясь с революционерами. Настолько жестко, что вскоре висельная петля получила прозвище «Столыпинский галстук». Пережив несколько покушений на свою жизнь, Столыпин был застрелен террористом и двойным агентом в Киевской опере. В это же время сибирский целитель Григорий Распутин начинает входить в ближний круг императорской семьи, будучи способен облегчать страдания больного гемофилией цесаревича Алексея. Невзирая на всплески терроризма, Россия становится самой быстро растущей экономикой Европы. Сельское хозяйство и промышленность испытывают экономический подъем. Большинство простых россиян остаются верными своему царю. Будущее России казалось светлым. В 1914 году в Сараево сербский националист совершил убийство австрийского наследника, эрцгерцога Франца Фердинанда, вызвавшее общеевропейский кризис. Когда Австрия объявила войну Сербии, Николай II отдал приказ о военной мобилизации, демонстрируя поддержку братскому славянскому народу. Австрийский союзник, Германия, расценила российскую мобилизацию как угрозу и объявила войну России. Взаимосвязь европейских союзов вызвала цепную реакцию, и вскоре все крупные державы оказались вовлечены в войну. Первая мировая война началась. Россию охватила волна патриотической лихорадки. Столица Санкт-Петербург была переименована в Петроград ради менее германского звучания. Наступление России в Восточной Пруссии закончилось тяжелыми поражениями при Танненберге и на Мазурских озерах. Россия добилась большего успеха в сражениях с Австро-Венгрией, но победы достигались высокой ценой. Потери России вынудили ее армию оставить Польшу и отступить. В 1916-м предпринятый Россией на австрийском фронте Брусиловский прорыв стал одной из главных побед союзников в этой войне. Но потери были велики, и российская армия больше не смогла осуществить наступление на фронте. В Петрограде Распутин, чье влияние на царскую семью вызывало недовольство, был жестоко убит аристократами, возможно, при помощи британских агентов. Война подвергла Россию чрезвычайному напряжению. Потери на фронте были значительны. В городах бесхозяйственность привела к росту цен и нехватке продовольствия. В феврале 1917-го в Петрограде недовольство рабочих вызвало новые забастовки и демонстрации. Войска, которым было приказано разогнать толпу, отказались это делать и присоединились к восставшим. Правительство потеряло контроль над столицей. В вагон императорского поезда, остановленного у Пскова,
Представители Думы и командующие фронтов телеграфировали императору о необходимости отречься от престола, чтобы Россию не охватила анархия и война не была проиграна. Николай II согласился отречься в пользу своего брата, великого князя Михаила, который под нажимом Думы на следующий день отказался от принятия трона до созыва Общенационального учредительного собрания. 300 лет правления династии Романовых подошли к концу. Россия была объявлена республикой. Временное правительство пришло к власти, но не смогло остановить спад экономики и разрешить военный кризис. Тем временем рабочие и солдаты создавали собственные органы власти, известные как Советы. Петроградский совет был настолько силен, что превратился в фактическое параллельное правительство, а недовольство Временным правительством продолжало расти. Большевики под руководством Ленина находили все большую поддержку, как и их радикальные требования прекратить войну, перераспределить землю и передать всю власть Советам. В октябре они совершили переворот, спланированный Львом Троцким. Красные отряды штурмом взяли Зимний дворец, где находилось Временное правительство, и арестовали его. Ленин и большевики оказались теперь у руля. Россия встала на дерзкий и опасный путь. Под властью революционной партии с марксистской идеологией Россия станет первым в мире коммунистическим государством. Но прежде ей придется пережить хаос и массовую резню одной из самых кровавых гражданских войн в истории. Спасибо за просмотр. У нас появилась группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями.